Компания Адемар Пиге – одна из немногих, кто на протяжении своей истории сумела сохранить не только независимость, но и управление династиями основателей. За почти 150 лет истории накопилось немало достойных решений. Поэтому рядом с зданием основной мануфактуры возникло здание музея Адемар Пиге. Компания была создана в 1875 году двумя жителями деревушки Ля-Брассю Жюлем Луи Адемаром и Эдвардом Аугустом Пиге. Экспозиция музея начинается с генеалогического дерева этих семей, которое охватило 2 десятка поколений. Самые старые часы династий, которые хранятся в музее, появились на 100 лет раньше компании. Это карманные часы, собранные в 1769 году Джозефом Пиге. Представлены здесь и первые часы, сделанные основателями Адемар Пиге. Это репетир с вечным календарем Юлия Луи Адемара и хронограф с полным календарем Эдварда Агюстом Пиге. Эти часы были дипломными работами основателей по окончании часовой школы. Не слишком ли сложновато для человека, учившегося всего 4 года? Ведь сегодня мало кто сможет по итогам 4 лет создать что-то подобное. Причина проста. Сегодня в программах часовых школ, помимо непосредственно часового дела, включено много предметов, имеющих косвенное отношение к нему – маркетинг, финансы, рынок и так далее. Тогда же часовая школа была чем-то вроде ПТУ и имела очень узкую специализацию. Экспонаты собраны не по годам, а по темам. Например, развитие календарей или репетиров часов с автоподзаводом. Отдельная витрина посвящена миниатюрным моделям. Здесь можно увидеть калибр 17 СВФ, выпущенный в 1921 году, его толщина всего 1,38 мм, и созданный в 1927 году 5-6 СБ, его размеры 15 на 6 мм. Здесь же представлен автоматический калибр 2120 с вечным календарем, его толщина 3,95 мм. В 1909 году компания Адемар Пиге выпустила карманные часы, которые сочетали в себе хронограф, минутный репетир, гранд-сценери, вечный календарь и индикатор фаз Луны. Эти часы начали эпоху Grand Complication. Кстати, в отличие от ряда других компаний, у Адемар Пиге считают, что такой статус могут иметь только те модели, которые обладают всеми этими функциями. Grand Complication тоже отведена отдельная витрина. Важнейшей вехой в истории Адемар Пиге стал 1972 год, когда на свет появилась модель Royal Oak, созданная Джеральдом Джентой. Люксовые часы в стальном корпусе и со спортивным характером были созданы по заказу итальянского дистрибьютора и оказались настолько необычной идеей для рынка того времени, что первые 1000 экземпляров была продана с огромным трудом. А затем последовал феерический всплеск, и сейчас вариации на тему джентовской гайки можно встретить в коллекциях множества брендов. Сегодня Royal Oak – ключевая коллекция Адемар Пиге, в которой выходило множество интереснейших моделей. Это вечник 1984 года, Grand Complication 1997 года, лимитированная серия End of the Day, созданная со Шварценеггером. Именно Royal Oak стала полем для исследований. В нем появились карбоновые часы, а также линия концепт, в которой вошло немало оригинальных механизмов. Все они есть в зале музея. С Royal Oak связано еще одно важнейшее событие на часовом рынке – появление крупных часов. В 1993 году вышла модель Offshore с размером корпуса 42 мм. В этот момент они казались безумно большими, огромными, а сегодня 42 – это стандартный размер для мужских часов. Попасть в музей Адемар Пиге с улицы нельзя, билетов сюда не продают. Он предназначен для тех, кто уже так или иначе знаком с брендом. Но если вас действительно интересует история часового дела, обратитесь в бутик Адемар Пиге. Несколько раз в год российское представительство марки организует поездки на фабрику и в музей. Для журналистов, таких как мы, и для своих постоянных клиентов.